Всем привет, с вами канал Радов Одесса. Обычно у нас тут все по ремонтам. Я работаю по стройке, как вы знаете. И приходится иногда носить всякие тяжести, ну там гипсокартон, шпаклевку и не только. В этом видео хочу поделиться своим опытом лечения спины, позвоночника без лекарств. То есть в чем была моя проблема раньше? Это вот здесь, ну вот когда на работе или где-то пару раз в год, а то и 3 раза в год, то есть резко как-то повернулся, стреляло, и потом могло не отпускать уже пару недель. В общем, и когда, допустим, допоздна работаешь, там бывало, что приходилось работать до часов 10-11, то есть вот тут аж прям горело все. В общем, в основном это из-за защемления нерва происходит, особенно у людей, у которых сколиоз. То есть вот так вот изогнут позвоночник буквой ЗЮ, так скажем. У меня это с детства, поэтому видно вот уже с возрастом, к 35 годам начало защемлять мне спину, в общем. Ходил я и к врачам, пил обезболивающие всякие, это все не особо помогало. В общем, потом узнал про такую вещь, как подвешивание вверх ногами. То есть принцип этой вещи очень прост. Вы когда ходите прямо, ну то есть сама первопричина, вот допустим животные, они никогда не страдают защемлениями или болезнями позвоночника какими-либо, потому что они ходят на 4 лапах в основном. Вот, ну иногда некоторые там, ну это в общем не важно. И за это именно мы платим цену эту. То есть за прямохождение у нас болит позвоночник. Из-за того, что как гармошка постоянно давит вниз. Вот, то есть мы постоянно ходим, гравитация, вес нашего тела давит на позвоночник. Для того, чтобы как бы предупредить эту проблему, нужно эту гармошку перевернуть и растянуть. То есть то же самое нужно сделать с позвоночником. Вот. Я уже снимал видео примерно год назад про вот такие инверсионные ботинки, которые я использую до сих пор. Что могу сказать? Что за год меня ни разу не схватило, перестали, ну, не схватил ни позвоночник, перестали даже от усталости и боли. То есть, несмотря на то, что у меня такой серьезный сколиоз. Вот. Что еще могу сказать? В общем, всем, у кого болит спина, у кого такие вот симптомы, как я говорю, защемление и так далее. То есть, я же говорю, было такое, что аж простреливало, и ты не можешь даже шею повернуть, чтобы развернуться в машине, потому что начинает болеть. Вот, я же говорю, уже год, как я начал подвешивание, у меня такой проблемы нет и даже намека на это нет. То есть я могу делать все, что могу, хочу, ковыряюсь под машиной, там на работе прыгаю по козлам, ношу мешки, и на 5-6 этажи бывают подъемы материала, вот, и все нормально, как бы. Я использую вот такие вот инверсионные ботинки, как я уже показывал. То есть сейчас я покажу, как я буду подвешиваться. Так что, если вы имеете вот такую вот проблему, если вы работаете физический труд, да и сидячая работа постоянно в скрученном положении, то есть то примите это во внимание. Не бегите, да, лекарства там вас проколят уколами, обезболивающими, но это все воздействует только на боль саму. Проблемы оно не решает. То есть так же, как и таблетки, в общем, любые уколы. Этот способ помогает решить эту проблему, если, конечно, там уже не серьезно у вас все клиническое. То есть единственное, что надо посмотреть противопоказания, если там нет болезни сердца, в общем, чтобы себе не навредить, можно ли вам переворачиваться. Делать это очень просто. Вот такие ботинки. Ну, кеды я надеваю, чтобы не так больно ногам было. Вот. Кто не хочет сразу вверх тормашками переворачиваться, можно использовать инверсионный стол. Там более проще это делать. Ну, в общем, просто забейте инверсионный стол, сами все увидите. Далее у меня вот такая вот вот такая вот стенка шведская. Ну, я ее купил специально, чтобы подвешиваться. Вот, то есть просто залазим, вот, и переворачиваемся. Вот так. Вот. Первое время, когда начинаете, по пару минут, и желательно делать это с кем-то, вдруг что-то случится, чтобы человек, ну, можно было вас снять. Либо, я же говорю, инверсионный стол. В начале, когда сильно болела спина, я делал это каждый день. Вот. Но сейчас для профилактики делаю где-то раз в неделю. Я же говорю, уже на протяжении года у меня спина не болит. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, я же говорю,
как бы самый действенный способ. Без иголок всяких, без шприцов, без уколов вылечить спину. Просто растягивайте ее периодически, я же говорю. Если не получается так, переворачивайтесь на инверсионном столе. Вот. Я вешу 5 минут, 5-7 минут в день. Желательно каждый день, конечно, это делать. Но я же говорю, можно и раз в неделю. По поводу упражнений, просто либо делаете вот так, влево-вправо. Вот. То есть подъемы можно вот так вот делать. Вот. Ну и любые движения, там, раскачивание, влево-вправо, круговые можно делать, как хотите. Но это уже когда привыкли висеть вверх ногами. Так что вот так вот. Если вы хотите, конечно, избавиться просто от боли, то можете пить таблетки, колоть уколы. Это, конечно, поможет, но на время. А если вы хотите избавиться от этого навсегда, вот я же говорю, либо инверсионный стол, кто хочет полегче, либо вот такие вот подвешивания. Либо дома на шведской стенке, либо можно даже где-то на улице, на турниках. В общем, где найдете место, там и подвешивайтесь. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. А я еще повешу тут немного.